Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Давненько у нас не было рубрики «Что сказать в этих ситуациях?». Это серия видео, где я описываю ситуации, с которыми вы можете столкнуться в реальной жизни, и предлагаю варианты ответов, которые вы можете дать. Если вам нужны субтитры, активируйте их внизу, а мы начинаем. Первая ситуация. Вы пришли на прием к врачу раньше, чем нужно. Возле кабинета никого нет, и вы хотите спросить, можно ли вам уже проходить или нужно дождаться своего времени. Как это можно сделать? Прежде всего нужно постучать в дверь, а затем сказать: «Здравствуйте, у меня запись на 12:00» или «Я записана на 12:00. Могу уже пройти или подождать?» «Здравствуйте, я пришла немного пораньше. Могу пройти?» «Добрый день. Можно?» «Я чуть раньше пришла». А если вы пришли вовремя, тогда можно просто постучать в дверь и сказать: «Здравствуйте, можно?» Обычно после этого доктор уточняет вашу фамилию или имя, отчество и говорит: «Проходите». Разумеется, это не единственные фразы, которые можно сказать, но в качестве варианта их можно использовать. И в целом это касается не только приема у доктора, но и записи на любую другую услугу, где вам нужно зайти в какой-либо кабинет. Следующая ситуация. Вы забыли имя человека после знакомства. Такое может случиться при любом знакомстве, особенно когда вокруг много людей, и в том числе, если это непривычные для вас имена. Вообще специалисты по речи советуют повторять имя вслух сразу после знакомства, особенно если вы знаете, что у вас есть проблема с запоминанием имен. Что-то вроде: «Меня зовут Алина». «Алина, приятно познакомиться. Я Маша». Но допустим, что имя вы все же забыли. Как вежливо попросить собеседника его напомнить? «Прости, пожалуйста, я забыла твое имя». «Извини, я забыла. Как тебя зовут?» «Прости, у меня плохая память на имена. Напомни, пожалуйста, как тебя зовут?» В последней фразе иногда можно обойтись только первой частью. Если вы скажете: «Прости, у меня плохая память на имена», собеседник, вероятнее всего, вас тут же прервет и назовет свое имя. Ну а если не назовет, тогда можно уточнить. Идем дальше. Вы заходите в автобус и не понимаете, где оплачивать проезд. Об этом можно спросить либо у водителя, либо у кондуктора, если он есть в автобусе, либо у какого-нибудь пассажира. Например: «Извините, не подскажете, как оплатить проезд?» Или спросить у водителя: «Скажите, за проезд вам платить?» Или просто: «За проезд вам платить?» В разных городах есть свои системы оплаты проезда. Где-то оплату принимает водитель, причем где-то просят оплатить в начале поездки, а где-то в конце. Где-то по автобусу ходит кондуктор, и тогда оплату можно произвести у него. А где-то просто стоят валидаторы, к которым нужно приложить банковскую или транспортную карту. Поэтому, если вы столкнулись с каким-то новым для вас способом оплаты, вы всегда можете спросить у любого человека в автобусе, и вам подскажут. Дальше. Мы все еще в автобусе. Нам нужно попросить кого-то подвинуться. Например, вы хотите пройти куда-нибудь подальше по автобусу, а в проходе стоит человек. Или вы хотите сесть на свободное место у окна, а с краю сидит человек. И чтобы вам пробраться к окну, вам нужно его попросить вас пропустить. Для этого есть короткое и универсальное слово. «Разрешите?» После него можно уже не уточнять, что именно вы хотите, потому что обычно из контекста это и так понятно. Или же вместо «разрешите» вы можете сказать: «Можно?» «Можно пройти?» «Извините, можно пройти? Пропустите, пожалуйста?» Или «Пропустите?» Но в целом, если вы запомните слова «разрешите» и «можно», то они подойдут фактически для любых подобных случаев. И последняя ситуация в автобусе. Мы движемся к выходу, подходим к задней двери, и когда автобус останавливается, открывается только передняя дверь, или та, что посередине. Вам неудобно проходить к той двери. Возможно, вы с чемоданом, или в проходе слишком много людей, и придется всех расталкивать.
Или вы просто не хотите бежать к той двери, потому что можете выйти через ту, к которой подошли. И в таком случае вы можете крикнуть: «Откройте, пожалуйста, заднюю». Или «Можно заднюю открыть?» К задней можно добавить дверь, заднюю дверь. Но можно сказать только заднюю, и водителю будет понятно, что от него хотят. Идем дальше. Вы не расслышали вопрос, который вам задали, и хотите переспросить. Если ситуация требует формальности, тогда можно сказать: «Прошу прощения» с вопросительной интонацией. Или «Прошу прощения, не расслышала». Или «Не услышала». Более разговорный вариант. А если ситуация неформальная, тогда можно просто сказать: «Что?» Или «Что? Я не услышала». «Я не услышала. Что?» Даже если вам что-то сказал незнакомый человек, например, у вас что-то выпало из кармана, и прохожий на улице вам об этом сказал, но вы не расслышали, то вы все равно можете сказать вот это «что», и это не будет звучать грубо. Главное, чтобы это было сказано с вежливой интонацией. «Что?» Потому что если вы скажете «что?», это уже будет звучать грубо, потому что человеку покажется, что вы чему-то возмущаетесь. «Что? Как вы вообще посмели со мной заговорить?» Поэтому во многих случаях решает именно интонация. Теперь идем в магазин. Покупаем, что нам нужно, подходим к кассе самообслуживания, и у нас не получается пробить товар. Или возникают сложности с оплатой. Или вы покупаете товар, для которого нужно подтвердить свой возраст. В общем, вам нужно обратиться за помощью к сотруднику. И сделать мы это можем следующим образом. «Можно вас?» Или «Извините, можно вас?» То есть вы видите рядом сотрудника и обращаетесь к нему напрямую. «Можно вас?» А затем объясняете ему, что у вас не получается. Например, не получается пробить товар. А если вам нужно подтвердить возраст, сотрудник подойдет, попросит показать документ, подтверждающий его, обычно паспорт, и дальше вы уже сможете оплатить покупку. Или еще ситуация. При оплате покупки вы понимаете, что забыли дисконтную карту. Или у вас ее нет, но скидку получить вы хотите. В таком случае вы ее можете попросить у другого покупателя. Это нормальная практика, и так многие делают. «Извините, можно попросить у вас карту?» Здесь лучше сделать уточнение, чтобы человек не подумал, что вы просите его банковскую карту. Хотя иногда из контекста понятно и без уточнения. Но вы можете сказать скидочную карту или дисконтную карту, или добавить название магазина, в котором делаете покупку. У вас есть карта этого магазина. «Извините, а у вас есть скидочная карта? Можно попросить?» И последняя ситуация. Вам придержали дверь в подъезде или в метро на выходе, и вам нужно вежливо отреагировать. Тут на самом деле все просто. Надо сказать «спасибо» или «благодарю». Наверное, можно сказать и большое спасибо, но, как по мне, звучит это слегка преувеличенно, потому что жест очень простой, можно сказать повседневный, и уж прям сильно благодарить за него не обязательно. Но, конечно, если вы чувствуете, что хотите сказать большое спасибо, можете спокойно говорить. Никакой ошибки здесь не будет. Это скорее мое личное восприятие. Хотя я тоже говорю иногда большое спасибо. Но тут, как всегда, зависит от контекста. А вот если наоборот вы кому-то придержали дверь или кого-то пропустили вперед и вас поблагодарили, на это вообще можно ничего не отвечать. Можно просто махнуть головой, как бы мысленно сказав «пожалуйста», или просто издать звук «угу». Ну или если очень хочется, можно сказать «пожалуйста» или «не за что». И на этом у меня сегодня все. Надеюсь, это видео было для вас полезным, и вы узнали что-то новое. Если оно вам понравилось, у меня есть плейлист с другими видео из этой серии, которые вы тоже можете посмотреть. Ссылка на него будет в описании. А если вы хотели бы разобрать какие-нибудь другие жизненные ситуации, пишите свои предложения внизу, чтобы я их включила в другое видео из этой серии. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!